Зам Шойгу просится из СИЗО в свой дворец, белорусские и российские шпионы могут быть в польском правительстве, а Армения борется с пропагандистами Кремля. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. 300 тысяч солдат НАТО готовы занять позиции на восточном фланге Альянса, от стран Балтии до Болгарии. Когда же военные приблизятся к границам России и Беларуси? Заместитель Шойгу Тимур Иванов узнал, что такое российское правосудие. Любитель роскоши устал спать на нарах и хочет вернуться на Рублевку. Что все эти заслуги, весь жизненный путь человека не имеет ни малейшего значения. Немецких политиков бьют. Берлин заявляет о третьем нападении за неделю. Те, кто представляет государство, конечно же, должны пользоваться особой защитой. Всем привет, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Спасибо» под нашим роликом. Начинаем. НАТО не отправит своих военных в Украину. Никаких сапог на земле. Это принцип, которого Альянс будет придерживаться и примет соответствующий документ на саммите НАТО в Вашингтоне. О таких решениях пишут итальянские журналисты. Они также уточняют, что председательство в контактной группе по обороне Украины глава Пентагона Ллойд Остин передаст непосредственно штаб-квартире НАТО. Кроме того, в публикации говорится, что Альянс укрепляет свой восточный фланг и в течение нескольких недель сможет рассчитывать на резерв в 300 тысяч солдат, которые готовы к заданиям вдоль хребта от стран Балтии до Болгарии. В то же время в Литве заявили, что готовы отправить своих солдат в Украину, правда, с учебной миссией. Но Киев этого пока не просил. Это слова премьер-министра Ингриды Шимониты. Она понимает, что Россия посчитает такой шаг провокацией, но дала понять, что это никак не изменит планов Литвы, сообщает Financial Times. Если бы мы просто думали о реакции России, то мы не могли бы ничего отправлять. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то взорвут ядерным оружием. Зам Шойгу Тимур Иванов не собирается бежать в Евросоюз, а лишь хочет вернуться в свой загородный дом на Рублевке. В СИЗО не те условия. В этом уверяют его адвокаты. В Москве состоялось закрытое заседание по делу Иванова. Ему вменяют взятку на более чем 1 миллиард рублей. Как итог, Иванова оставили в СИЗО. Даже не помогли ему его награды, которые в зал суда принесли защитники. Они пожаловались, что ни разу не были у Иванова в СИЗО, их не допускают. Но при этом все увидели Тимура за решеткой по видеосвязи. Он, кстати, отстранен от должности. С одной стороны, предположение о том, что он 5 лет назад совершил некое преступление коррупционной направленности, на наш взгляд, совершенно необоснованное. С другой стороны, многочисленные факты, только перечисления которых занимает с полчаса времени. Это и строительство ковидных госпиталей, и прочее, прочее. Надо ли об этом рассказывать? И суд нам, что 24 апреля текущего года, что сегодня, продемонстрировал, что все эти заслуги, весь жизненный путь человека не имеет ни малейшего значения, если ему предъявлено обвинение в совершении преступления. Обратите внимание, мы не говорили о том, что наличие заслуг или наград освобождает его от уголовной ответственности. Мы в этой судебной процедуре вообще не обсуждаем вопрос виновности или невиновности. Польскому судье-шпиону Томашу Шмидту, который на днях сбежал в Беларусь, грозит пожизненное заключение, заявляет польская прокуратура. Есть все основания полагать, что беглый судья из Варшавы долгое время сотрудничал с белорусскими спецслужбами и мог передать разведке Лукашенко секретные данные, которые несут угрозу нацбезопасности Польши. Дональд Туск назвал ситуацию беспрецедентной. В Польше была созвана коллегия спецслужб из-за белорусского и российского влияния на госаппарат страны. Мы знаем, что существуют гибридные атаки. Мы знаем, что существуют шпионские атаки из России со стороны Путина. Поэтому нам необходимо повысить уровень осторожности и контроля над самыми важными лицами в государстве. Возникает важный вопрос, сколько еще таких людей белорусские власти могли завербовать во времена правления «Право и справедливость». Мне кажется, что это не единичный случай.
Во Франции, где опасаются терактов во время летних Олимпийских игр, решили провести учения по освобождению заложников. Главное управление внутренней безопасности Франции заявляло о том, что террористическая угроза существует непосредственно во время церемонии открытия летних игр. Элитное антитеррористическое подразделение французской жандармерии готовится к любым сценариям. Для нас это тип учений, над которыми мы хотим поработать. Это воздушные атаки в сложных условиях с вовлечением большого количества людей, заложников и даже террористов. Поэтому для нас очень важным моментом миссии является отработка быстрой и мощной атаки, чтобы нейтрализовать террористов как можно быстрее и прежде всего сохранить как можно больше жизней. Напомню, что Париж планировал привлечь еще и военных стран-партнеров, которые бы также отвечали за безопасность во время летних игр. Французские правоохранители собираются проверить до 1 миллиона человек перед играми, в том числе и спортсменов, и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры. Олимпиада пройдет в период с 26 июля по 11 августа. Немецкие политики становятся жертвами нападений. Лишь за последние недели уже известно о 3 пострадавших от рук преступников. Последний случай зафиксирован в Берлине. Приняла удар тяжелой сумкой по голове и шее 46-летняя Франциска Гифай. Это министр столичного правительства. До этого случая преступники напали на кандидата в городской совет от партии «Зеленых» Ивон Мослер. А еще ранее избили Матиаса Экке. Это тоже немецкий политик. Полиции удалось задержать 18-летнего парня, который бил Экке, и тот признался, что является членом неонацистской группировки. В Германии уже говорят об ужесточении наказания за такие нападения на политиков. Сегодня мы также четко высказались в пользу того, что, например, те, кто совершает преступления, должны быстро осознать, что они сделали что-то не так. Значит, нужно ускорить судебное разбирательство, чтобы преступник осознал. Ага, будут последствия. Я думаю, что это тоже очень важно в правовом государстве. Повторяюсь, речь идет об ужесточении наказаний и, в частности, в вопросе, не должно ли государство с помощью уголовного права, в том числе социально-политического, дать понять, что это ненормально. Те, кто представляет государство, конечно же, должны пользоваться особой защитой. Голоса российских пропагандистов в Армении могут замолчать. Премьер-министр Никол Пашинян говорит, что федеральные каналы Кремля проявляют неуважительное отношение к внутренним делам страны. Например, в марте из эфира уже выкинули все программы пропагандиста Соловьева. Трансляция была запрещена из-за постоянных нарушений специального соглашения между Арменией и РФ, в частности, из-за оскорблений в отношении народов и национальных ценностей. Договор предполагает уважение к Армении и ее интересам. Учитывая дружественные отношения, мы готовы 7 раз простить, потом 7 раз потребовать. Но если после 7-го раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет. Эти телеканалы должны быть отключены, не должны вещать. Что сейчас происходит в отношениях Армении и России, почему Пашинян не приехал на инаугурацию и как приходится лавировать в отношениях с Путиным? Об этом мы поговорили с политологом Игорем Чаленко. Также мы слышим сейчас действительно на федеральных каналах Российской Федерации абсолютно централизированную кампанию по демонизации нынешней Армении. Это происходит абсолютно по тем же самым лекалам, как происходило ранее против Украины. Точно так же сейчас происходит против представителей Казахстана, против Таджикистана и ряда других стран. Также нужно понимать, что российские спецслужбы нацелены фактически на смещение нынешней власти в Армении. И об этом прекрасно знает Пашинян. Именно поэтому он сейчас развивает отношения с Европейским Союзом, европейскими институциями, а также Соединенными Штатами Америки. Поэтому он ищет сейчас поддержки у более мощных акторов на международной арене, чтобы противостоять тем нападкам со стороны Российской Федерации, которые фиксируются на данном этапе. В
В США ученые заявили, что смогли расшифровать фонетический алфавит кашалотов. Это событие называют прорывом и уверяют, что в так называемом языке этих млекопитающих найдены сложные структуры, которые аналогичны человеческой фонетике и системам общения других животных. Открытие удалось сделать с помощью нейросети, которая и анализировала щелчки кашалотов. Вслушайтесь. Наше новое исследование посвящено вокализации кашалотов. Кашалоты общаются друг с другом, используя небольшие щелкающие звуки. Звуки, называемые кодами, которые немного напоминают азбуку Морзе. Наши исследования показывают, что эти коды имеют сложную внутреннюю структуру и схожи с аспектами некоторых других систем коммуникации животных, и даже с некоторыми аспектами человеческого языка. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. И если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.